мои, всем привет! Я надеюсь, вы меня слышите. Сегодня первый день, я иду на свое обучение. В итоге мне составили индивидуальную программу. Вообще, в принципе, мне это и нужно было. Мне нужно словарный запас, мне нужен, да, из первых уст, так сказать, да, человека, который из этой области, а не просто там чат GPT, или мой преподаватель, который все время кадр. Кадр это вроде вот так вот. Оператор-постановщик, ну, наверное, вот так вот. Ну, то есть мне, конечно, это не подходит. Мне надо точно знать, как все называются. Это как минимум, да. Занятия у меня будут 2 раза в неделю, но при этом будет очень много домашней работы. То есть прям там подчеркнуто в моей программе, что это важная часть, ее нельзя пропускать, потому что на ней строится все обучение. Вот. А еще я вышла, я сейчас ехала на автобусе и вышла на несколько остановок раньше, потому что у них остановки вот все подряд называются доктор. Ну, то есть доктор, я не знаю, что. У них же тут доктор, это не только врач. И вот одна прямо за одной. Короче, я в этих докторах их запуталась и вышла. И в итоге вот я теперь иду пешком. Но я все равно не опоздаю. Я все равно приду уже раньше. Но просто как факт. Зачем называть все остановки докторами? Никого больше нет, что ли? О, Господи. Солнце вышло, жарко стало. Покажу вам немножечко другой Валенсии, да, не туристической. Ну вот это, кстати, приятный район. Точнее, не весь район, а такое местечко одно. Потому что вообще это не самый благополучный район. Напишу его название. Но вот конкретно это место, видите, тут новые дома. В общем, конкретно вот это вот место. Иногда и в каких-то вроде благополучных районах можно найти какую-нибудь такую улицу. Причем через дорогу будет все супер, а там будет просто жесть какая-нибудь. Мы уже немножечко отошли вот от того кусочка, и это... Ой, кстати, я уже дошла до места. И это все тот же район, но тут уже совсем другая архитектура. Тут уже много вот таких вот всяких стареньких зданий. Ну, кстати, это хороший район с той точки зрения, что здесь много зелени. Это не во всех районах случается. Даже вот в центре, ну, лично на мой вкус, ее маловато. Так, надо все, мне идти. Пошла я. День второй моей учебы, и я села не в тот автобус, уехала не в ту сторону. Отсюда, на самом деле, я на станции, отсюда теоретически тоже можно уехать, но вовремя не пришел поезд, и теперь я заказала такси, стою, жду такси. Ну, мне кажется, такое приключение должно же случиться, да, ведь хотя бы один разочек. Так, мне кажется, нет, это не мое такси едет. Вот. Но на самом деле, если бы я вышла пораньше, я бы, конечно, смогла как-то без такси решить этот вопрос. Но я вышла, как вышла. Вышла, как вышла, в общем. Это жизнь. Построили абсолютно новую станцию. Почти нет людей, но почти нет электричек. То есть ничего нет. Очень интересно. Совершенно случайно сюда приехала. Абсолютно. Вообще. Просто мы когда ехали, я думаю, на какой отшиб меня везут. Зачем я села в этот автобус? Я пока тут стою, прошло уже 2 поезда, и оба они не пассажирские. Точнее, прошли именно поезда, да, и ни одной пассажирской электрички. Очень странная станция. Очень странная. Столько денег ведь в нее вложили. Она такая новая, современная. Налогоплательщиков денег. Да? И, пожалуйста, да, какой-то отмыв денег. Привет! Мы сегодня возвращаемся назад, потому что, как я вам говорила, я приехала сюда из-за учебы, но она у меня не каждый день, она у меня всего лишь 2 раза в неделю.
Ну, я очень много делаю дома, поэтому мы решили вернуться на море. У нас в субботу будет 34 градуса в тени, и здесь просто становится невыносимо. Мы решили вернуться, поэтому сегодня мы собираемся и едем обратно. И я, честно говоря, счастлива. Я понимаю, что мне жить вот где-то в природе, в лесу, мне намного приятней. Я все-таки, да, я не городской житель. Я это понимаю. Конечно, у меня всегда есть дела в городе, но я могу отдохнуть, вот прям расслабиться только где-то, где тихо, где вокруг птички, горы, море или лес. Лес – это тоже прекрасно. Вот, поэтому возвращаемся. А сейчас я пойду, знаете, куда? Я пойду в мастерскую забрать свои балетки. Я 13 июня принесла балетки, чтобы сменить стельку. И меня спрашивает вот этот вот приемщик, ну, он и мастер, он спрашивает, когда тебе они нужны. Я говорю, ну, мне не срочно. Это была фатальная ошибка сказать эту фразу. Он говорит, ну, окей, тогда, говорит, приходи 7 июля. И я в этот момент так растерялась, что я такая, ну, ладно, такая. Выхожу и думаю, господи, надо было, наверное, ему сказать, что, ну, они мне не настолько не нужны. Ну, все. На самом деле сегодня уже 14, по-моему, июля, и неделю они уже готовы, я их не забираю, потому что сейчас в эту жару они, в принципе, неприменимы. В них и неудобно, и я не уверена, что в эту жару вообще можно ходить в балетках. Но забрать их надо, так как мы уезжаем, поэтому пойду заберу балетки. Мне интересно, как их сделали. Целый месяц их, получается, делали. Там просто должна быть какая-то такая стелька. Я прям не знаю. Ну, посмотрим. Вот кто очень хочет переехать, да, чтобы носиться по коридорам. Все время тут то на дверь прыгает, то лежит, уговаривает нас его выпустить. А дверь открываешь, и он не уходит. Да? Масянь, ну иди, я тебе открою. Пойдешь? Ну? Нет, да? Ты не тот коридор ожидал там увидеть. Ну? Все, Макс. Покажу вам, что у нас после группы. Видите, вот здесь вот в парадной остались вот эти вот следы. И я так понимаю, что это уже не просохнет, это либо менять, я не знаю, что с этим делать. Это, конечно, сейчас мало кого заботит, потому что у нас до сих пор не работают лифты, у нас живет инвалид на 2 этаже, и он даже не может нормально, понятное дело, функционировать. Поэтому, естественно, это сейчас не первостепенная задача. Но оно продолжает, не знаю, что там, гнить, портиться. Вот так вот. Но я все равно обожаю вот эти вот маленькие улочки. Вот прям чувствуешь себя здесь, что ты в Испании. Тут прям чувствуется испанский дух. Поэтому, конечно же, здесь есть свои плюсы. А тут, кстати, находится рядом мэрия. И вот здесь вот в кафе все время тусят работники этой мэрии. Особенно в сиесту. Они прям сидят. Тут мэр, кстати, я его часто вижу. Он проходит еще... Мэра вижу часто. Он проходит под нашими окнами. Да, и он там идет домой. Я примерно представляю, где он живет. Так. Да, я до речи. Так, у нас сегодня, друзья мои, плюс 31 градус. 31. И это в тени, потому что температура всегда показывается именно в тени. Вот так вот. У нас, кстати, на этих выходных был очередной праздник. Я уже устала отслеживать, какие там праздники. Я уже не пытаюсь понять, но потом в инстаграме нашего города я вижу, что праздновали. И это был праздник. Когда я смотрела на фотки, я даже не подумала, что его так можно назвать. В общем, это был праздник Святой Анны. Вы сейчас увидите фотки, я их пущу по экрану. Я бы, конечно... в жизни не подумала, что это праздник каких-то там святых, вообще любых. Я бы могла подумать, что это какой-то Хэллоуин такой,
Не знаю, почему именно в это время, ну мало ли, что-то типа Хэллоуина. Почему-то дверь открыта. Так, друзья мои, забрала балетки, ну тут ничего не должно было поменяться. Вот стелька, в общем-то, и все. Нормально, она, не знаю, надо, конечно, походить, но выглядит все так, как должно выглядеть, в принципе. Да? Да. Если что, то есть не думайте, что прям Шанель такое Г делает, что прям стельки убились. Они убились, конечно же, но прошло сколько же времени? Мне кажется, что им уже около 10 лет. То есть это нормально, что стелька там убилась. Можно было просто отодрать и вставить. Ну, он мне вообще оторвал ее, говорит, ну, можешь купить тут любую у меня. Но я решила, что все-таки Шанель заслуживает, чтобы туда приклеить постоянную стельку. Ну, по цвету она, конечно, не идеальна. Ну, и ладно, я вообще не знаю, когда я их надену. Я их 100 миллиардов лет не носила. Когда-то, кстати, жизнь балетки. Когда-то, кстати, я прям реально их очень часто носила в ту эпоху, когда были еще каблуки в моде, когда я еще могла ходить на каблуках, конечно, переодеваясь в балетки. Мне казалось, что это супер удобно. Смешно сейчас. Посмотрите, какой дом интересный. С плиткой, да? Прикольно. Так, и мне кажется, что я заблудилась. Да, мне кажется, я повернула не туда. Так, друзья, мне надо сориентироваться. Еще я купила себе вот такие стельки. Кстати, я вам в каком-то видео рассказывала, что я ищу такие стельки, не могу найти. Вот нашла в мастерской, получается. Так, а еще вот такие штучки нашла. Они кладутся, господи, ну, получается, там, где пятка, да, и чтобы было мягко и удобно. Вот как раз то место, где мне натирают. Расскажу потом вам, помогло ли это от того, что они мне натирают или нет. Вообще, честно говоря, если вот жить в таком городке, я бы, конечно, хотела жить в какой-то вот такой вот отдельной сторожке, хочется сказать, в таком отдельном шале. Или вот в таком, лучше, конечно, чтобы там было 2 этажа. И прям, знаете, вот хочется, чтобы там сохранились какие-то исторические части этого здания, потом потолок, может, какая-то лепнина, может быть, еще что-то. То есть вот это вот, видите, вот это вот уже точно современное. Вот. И это, понятное дело, 2 современных здания. А есть прямо вот, как я вам показывала, с плиткой, да, просто если отреставрировать, все отремонтировать, то мне кажется, это прям классно. Ну, тут с плиткой мне, конечно, прям не нравится, чтобы там жить. И у многих вот этих вот шале есть с другой стороны выход, да, вот этот на улицу, а есть еще с другой стороны, как бы назовем это во двор, и у многих там бассейн есть, сад небольшой, и это очень круто. Блин, вот мне бы, конечно, если бы жить вот в таком месте, хотелось вот такой вот домичек. Ну вот, видите, вот этот балкон явно сохранившийся. Надеюсь, вы видите, я снимаю против солнца. Вот входная группа, так назовем ее. Единственное, что, конечно, фиг тут найдешь, где припарковаться. Ну вот на улице, да, у них в основном нет гаражей. Ну, у кого-то есть. Вот здесь вот есть у человека гараж. И это, ну, тут полуисторическое, так скажем. Ну, у некоторых есть гараж. То есть, конечно, гараж тут нужен, потому что вот так парковаться и так опять на удачу рассчитывать, повезет, не повезет, конечно же, не хочется. А мы идем с вами в магазин. В магазин, чтобы купить крем. Этот магазин, судя по всему, закрывается. Может, он поток не пережил, не знаю. О, а это моя остановка. Сейчас вам расскажу. План такой, мы уезжаем жить на море. Ну, вот, например, у меня следующее занятие в четверг. И в среду вечером я сюда приеду. Я сюда приеду, переночую и с утра поеду отсюда на занятия. Потому что оттуда ехать, как я рассказывала, уже 2,5 часа. Это если на общественном транспорте. Конечно, если бы мы к этому времени успели купить машину, то это вообще была бы не проблема, там ехать полчаса на машине. То есть это вообще не расстояние и не время. Но мы не успели. Поэтому придется действовать вот так.
Ну, очень хочется уехать, конечно, из этой духоты и жары. Там, понимаете, даже у меня ощущение, что я вот это все время я не могу дышать полной грудью, потому что воздух прям как будто сжатый, концентрированный, такой горячий. Кондиционер, он охлаждает его, но это не ощущение свежего воздуха. Короче, хочу на море. Море, вот правда, сейчас это единственное место, где чувствуешь себя комфортно, где можно просто дышать хотя бы. Видите, специально сделала такой режим, чтобы вы видели вокруг меня какая красота. Ну, мне нравятся такие маленькие городки, конечно же. Они аккуратные, чистые, спокойные в основном всегда. Ну, шумные. Ну, в принципе, как и большие города. Смотрите, что я покажу вам. Вот этот магазин, мы его называем «Сходить к китайцам, купить что-нибудь». Тут просто есть все. Хочешь тебе растения, хочешь тебе одежда, я не знаю, косметика и бытовая химия, какие-то принадлежности для кухни, как это называется, столовые приборы, посуда, короче, там просто есть вообще абсолютно все. И они работают не по режиму, как работают в Испании. Они открыты в выходные дни, они работают часов до 10. У них нет такой длинной сиесты, у некоторых вообще нет сиесты. То есть это просто спасение. Вот когда тебе что-то нужно срочно, и все закрыто, ты идешь к китайцу. Есть еще разные магазины. Вот этот я вам показала, он такой, ну такой, довольно дешевый. А есть прям такие, как супермаркеты они выглядят. О, мы пришли. Так, на самом деле мне нужен только вот этот крем. Он у меня просто закончился. Видите, тут защита большая и витамин С. Все, больше ничего не надо, мы уходим. Бежим отсюда. Потому что я начинаю уже на все смотреть подряд. Ой, вот, посмотрите. Это прям... Ну вот нижняя часть, да, вот эта вот входная, точно только что отремонтированы. И даже, скорее всего, это было после потопа. Да, видите, довольно свежая краска. Думаю, потому что потоп был. Так, а мы идем домой. Вот это, конечно, мне не нравится, потому что, видите, нижняя часть, да, они ее сохранили и достроили, видимо, вот эту верхнюю. Не знаю, может, они как-то ее еще будут декорировать, но как-то сейчас выглядит, как будто из разных опер. Ну, как бы не как будто, а реально из разных. А рядом вот новый дом. Мне как-то написали комментарии, не очень вежливые, и я считаю, что даже хамские. В общем, мне написали, что вы тут снимаете какие-то дурацкие влоги, снимайте лучше про жизнь в Испании. Но я так понимаю, что это вот эта вот иммигрантская тема, типа, а у нас вот так, а у них вот так вот. Ой, давайте удивимся, как вот у испанцев вот тут вот что-то устроено. Мне, честно говоря, это не нравится. Я это считаю стереотипами, которые люди продолжают распространять. И так соответственно, что другие, которые, например, решают сюда переехать, они едут вот с этими стереотипами в голове, а потом ищут подтверждения и продолжают жить в этом мире. Я считаю, что я вот показываю вам, как живу я, какие у меня есть открытия, какие выводы, чему я удивляюсь, что мне нравится, что нет. И из этого можно примерно сделать вывод, как вообще здесь может складываться жизнь у человека, который эмигрировал. Какая Испания, да? Глазами конкретно меня. Не через общие стереотипы, а вот конкретно глазами меня и конкретно моей жизни. Потому что я не хожу, не собираю, в чем разница между нами и Испанией. Ну, понятно, она есть. Ну, естественно, она есть. Но для каждого на самом деле она своя, потому что мы изначально как-то живем нашу жизнь, да, где мы родились и 10 раз переехали, как я. Я не родилась в Петербурге. И мы как-то живем эту жизнь, и у нас складывается какой-то опыт. И, например, для меня какие-то вещи в Испании вообще не удивительны. Типа вот этого всего откладывания на завтра. Это чисто питерская тема. Ну, правда, мы тоже все откладываем на завтра. Мы никогда не торопимся. Я когда переехала из Екатеринбурга,
я просто, у меня вот так вот энергия колотилась, и я стояла там, помню, ждала что-нибудь, я не знаю, в очереди в магазине, или там ксерокопию сделать. Я прям помню этот момент, когда вот так вот для меня, да, мне тогда казалось, тетенька медленно идет листочком, кладет его, о чем-то еще параллельно разговаривает. И я думала, да быстрее ты, быстрее. И то есть для меня вот здесь вот такого ничего сверхординарного в плане того, насколько люди быстро все делают, насколько они прокрастинируют, откладывают, переносят. Ничего удивительного, да? Вообще абсолютно. Меня удивляет, я вот это не знала, например, тема бесконечных праздников. Я даже это явление изучила, думаю, почему люди так любят что-то праздновать. Я вот вообще не очень люблю праздники. Особенно я заметила, что я перестала любить праздники после того, как я нашла свою профессию, да, режиссер, сценарист, актриса, и я вообще разлюбила праздники. Потому что я прочитала эту идею. Праздник – это возможность выйти из повседневности, оставить свои роли, все, которые ты играешь в жизни, в социальной, там, абсолютно работник, работница, мать, дочь, сын, сват, брат, все это оставить, надеть какую-то другую роль, да, и вот отдохнуть, отключиться от этого. Тут особенно любят всякие карнавальные вот эти вот темы, переодеться в какие-нибудь костюмы и так далее. То есть это возможность отпустить себя, отдохнуть от повседневности. Вот. И я думаю, что я это разлюбила, так как моя профессия, она вообще в принципе уходит от повседневности. Скорее, режиссер это и сценарист это вообще анализ повседневности. Актер это максимально органичная имитация повседневности, но опять же не она. Ну, то есть для меня просто это утратило смысл. Для меня это как моя работа, моя профессия. И как бы почему я должна еще в выходной продолжать этим заниматься, переодеваться, уходить от повседневности? Так нет, я хочу, знаете ли, иногда все-таки в ней пожить, в празднике. Ой, это, кстати, страшное место. Мы тут идем, тут ничего не отремонтировали. И это вот все, это все еще с наводнения осталось волной вот туда. Вогнула и все. Вот. Короче, я к чему вообще начала? К тому, что я не вижу смысла вот так вот напрямую говорить, смотрите, как здесь все происходит. Во-первых, это мой опыт, и он меняется с годами, сколько вот я здесь живу, у меня начинает меняться понимание и видение. Первое, я не считаю, что испанцы ленивые. Для этого есть обоснование, я не буду сейчас говорить, это можно целый ролик записывать. Второе, вот эта вот тема с феминизмом, да, я поняла, откуда у нее ноги растут, надо знать историю и Испании. Радикальный феминизм, он обоснован. Он обоснован тем, что страна жила долгое время в патриархальном обществе, когда мы уже там не жили давно, и теперь ее просто на другой полюс, женщин точнее, и теперь они на другом полюсе находятся. И это понятно, это обосновано абсолютно. И я понимаю, почему у нас феминизм сейчас как будто не приживается, хотя я считаю, что он давно прижился, дал свои плоды. Про парфюм сегодняшнего моего дня. Это Меделин от маски Милано. И этот аромат меня удивил. Он в базе открывается очень похоже, но на минималках, более нежно, на италику от Ксерджов. Та же такая миндальная пудра, немножечко горьковатая, и молочность, сливочность, какая-то карамельность. Очень-очень похоже, очень красиво. Вначале они совершенно не похожи, вообще даже не подумаешь, что что-то общее. А к базе вот так вот открывается. Но, как я сказала, более нежно. Мне кажется, это более такой носибельный вариант. И даже более свежий в начале. Так, друзья, теперь мне надо собираться. Вот, да, что угодно, да, лишь бы не собираться. Все. Кстати, вот здесь вот видите, это коробка, и я ее до сих пор не разбирала, потому что я знала, что она так много. Вернемся.